Возможно, это та книга, которую стоит посоветовать каждому, но я не буду этого делать. Сегодня предлагаю ответить на 10 вопросов, которые мне задавали, и тем самым познакомиться чуть-чуть получше со мной. Я спала сегодня 3 часа, поэтому нужно иметь в виду, что я могу подтупливать. Собственно, первый вопрос: какая книга повлияла на вас больше всего? Вы знаете, в году 2018 до переезда, наверное, был прямо было перед переездом, я читала книгу Сартера "Тошнота". И честно, я вообще думала, я, как бы не звладну, как это на чешском, сказать. Типа, ну, я не переживу эту книгу, потому что эта книга на тот момент была таким явным отражением, моего состояния, моих переживаний. И в моей голове все, что было написано в этой книге, становилось в 3 крат больше. И, например, я отчетливо помню, что вот он, допустим, там держит вилку в руках и такой: "Я держу вилку, я вижу вилку". И как бы это такое некое состояние, возможно, сильной осознанности, возможно, наоборот. Но, ам, для того, чтобы, наверное, понять это состояние, в нем нужно находиться. В противном случае вы просто прочитаете, что я держу вилку, и она лежит в моей руке. Я приходила к состоянию, к этому снова, уже живя здесь, но в этот раз оно ощущалось немного иначе. Если до этого я просто читала книгу и проецировала ее в большей степени, то сейчас, наверное, я без книги понимала, что тогда имел в виду автор. Книга Сартера "Тошнота" стала для меня такой, наверное, ключевой точкой в понимании каких-то жизненных базовых вещей. Объясню почему. Потому что она правда тошнота. Меня правда тошнило от нее, меня тошнило от каждой фразы, которая была там. Но это тошнотворное состояние настолько наполняло меня и мою душу, и мое сердце, и мою голову, что я погружалась в это все больше и больше. И когда я читала книгу, я поняла, что я в полной жопе, потому что я не знаю, как выходить из этого состояния. Не хотелось вообще ничего. Вообще ничего. Ты постоянно находился в каких-то размышлениях о смыслах жизни, о том, для чего все это, как оно все это. Это правда было тяжело. И, наверное, тогда изучение чешского языка, мысли о переезде, какие-то, ну, совершенно другие мысли меня немного от этого отвлекли. И уже сейчас в осознанном возрасте, как я и сказала, я начала ощущать то, что было написано в книге, но, наверное, сейчас мне не так тошно, но при всем при этом я не буду читать эту книгу снова. Обычно рекомендуют перепрочитывать какие-то книги, потому что с годами ты смотришь на них по-другому. Как, например, я на фильм "Сумерки" смотрю совершенно по-другому. Мне раньше импонировал один, теперь мне импонирует другой, да. И как бы это с возрастом аналогично. В "Гарри Поттере" я начинаю понимать Волан-де-Морта. Я начинаю понимать, что было в его жизни, что привело его к таким решениям. И как бы фильм-то начинает играть другими красками. Собственно, то же самое бывает, скорее всего, с книгами, но в данном случае я не рискну, честно, я не рискну ее читать, потому что мне было слишком плохо. И, собственно, сразу прямо от этой книги возникает вопрос: какие вещи или привычки помогают тебе сохранить душевное равновесие? Никакие. Наверное, единственное, что мне... Давайте микрофон лучше в руки возьму. Единственное, что мне помогает держать себя, так сказать, в балансе, это построение себе маленьких целей и задач. Объясню. Мы, когда составляем какой-то план, мы его составляем на далеко, прям супер на далеко. Я в такие периоды стараюсь себе структурировать день. То есть прям вообще досконально проснуться, почистить зубы, сделать зарядку, помыть, я не знаю, там, полы, помыть посуду, покушать, да. И я все вот эти вот задачи, казалось бы, вроде бы обычные, рутинные, но я их тоже прописываю. И в конце дня даже то же самое сделать маникюр, например, да, помыть голову. Для кого-то, ну, процесс мытья головы занимает 20 минут. Вроде бы уже рутинный, но не все моют голову 20 минут, да. И, соответственно, вы, когда свой день прописываете вот так вот структурно, в
конце дня, отмечая, что вы сделали, вы начинаете чувствовать наполненность, чувствуете, наверное, какую-то значимость, чувствуете, что у вас есть цели и мотивация, раз вы столько всего переделали, да. И это в долгосрочной перспективе и в краткосрочной очень хорошо помогает. Меня также, наверное, спасает музыка, но я, наверное, больше выбиваю клин клином. Для меня это проще. Если мне плохо, я буду слушать песни про то, как мне плохо. Вот. И это как бы начинает надоедать находиться в состоянии плохо. И я такая, окей, можно послушать что-нибудь веселое. Также, наверное, в последнее время я поняла, что для меня важны прогулки и рисование. Когда мне становится очень не по себе, я беру просто ручку, лист бумаги и начинаю рисовать круги. Круги в целом своем, они обозначают гармонию, поэтому рисуя много кругов, вы немножко гармонизируете свое внутреннее состояние. Это тоже помогает. И, кстати, да, кстати, очень годный лайфхак. Суть в том, что когда нам плохо, когда нам грустно, мы все равно носители одного языка, с которым родились. И каждый из нас, возможно, знает хотя бы немножко другой язык. И суть метода в том, что когда вам становится плохо, когда вы, не знаю, в депрессии, в апатии, у вас паника, начинаете думать на другом языке. Просто, я не знаю, смотрите по сторонам, такие, окей, I think this is a bad, I want to eat, I want to drink. И в момент, вот именно прям, если даже нет какого-то английского, просто базовые выражения, и в этот момент ваш мозг начнет перестраиваться. И суть в том, что на этом языке вы достоверно не знаете, как испытывать эти эмоции, потому что если вы еще думаете на русском, да, вот так скажу, на вашем языке, неважно какой, извиняюсь, на вашем языке, если вы думаете на вашем языке, то другой язык, он не знает этих состояний, да. И когда вы начинаете разговаривать и мыслить на другом языке в моменте, вы успокаиваетесь, потому что, ну, ваш мозг не знает, как паниковать тут, и он такой, окей, this is a bad, I want to eat, да. И это очень помогает. Я иногда просто подхожу к зеркалу и начинаю сама с собой разговаривать на английском. Типа, why not? Вопрос, наверное, который меня больше всего поставит в тупик, это чем ты гордишься больше всего в своей жизни? Я бы сказала, что поводов для гордости очень много, и можно гордиться собой даже в ежедневных делах. Я горжусь тем, что я сегодня пошла, несмотря на то, что я спала 3 часа, что пошла сегодня записывать ролик. И он должен выйти сегодня. И мне нужно его сегодня смонтировать. Я горда этим, я молодец. И так, наверное, касательно всего, но больше всего в жизни все-таки, наверное, я отнесу сюда, что я горда тем, что я не побоялась переехать в другую страну. Я горда тем, что я не побоялась выйти на работу, где нужен был английский с нулевым знанием. И вы знаете, я первые 2 месяца понимала все интуитивно. Клянусь, я не понимала ни слова. Я смотрела в переводчике, как сказать, могу ли я пойти в туалет. Да, я вообще, ну вообще просто никак, ничего, ни слова не понимала. Аналогично с чешским. Как бы я его немножко подучила, но когда ты приезжаешь в среду, ты такой: "Добрый день", да. И, наверное, этими вещами я горда. Я горда тем, что я вчера была на концерте, моя подруга выступала, и я что то сидела, разговаривала с девочкой на русском, а там есть, русскоговорящие, англоговорящие, чехи есть. И вот с этой девочкой конкретно я разговаривала на русском, и она говорит: "Когда будет, ну, типа, твоя подруга петь оригинальную свою собственную песню, скажи мне, пожалуйста, об этом". Я такая: "Окей". И, собственно, я раз там песня сижу, а песня на английском сами, сижу, песни там пою туда-сюда. И я понимаю, что следующая песня будет ее оригинальная. И я поворачиваюсь без вообще каких-то задних мыслей, говорю ей на английском, что вот сейчас будет ее песня. Я такая: "Что?" То есть я непроизвольно выбрала говорить на английском языке. И да, я этим тоже горжусь. Я горжусь, что я смогла, что все посильно, да.
Есть ли особые привычки, без которых я не представляю свою жизнь? Да, есть. Я не могу без музыки, собственно, наушники здесь. Всегда, везде со мной должна быть музыка. Я не могу без этого. Мне это необходимо для того, чтобы я могла думать, чтобы я, например, также могла работать. В такси, в трамвае, везде слушаю музыку. Да, да. У меня есть определенный дневной лимит музыки, которую я должна послушать. И если он как бы не выполнен, да, то мы идем вечером дослушивать этот лимит. Я не знаю, какой он, да. Я бы предположила, что это минимум час в день. И это должны быть те песни, которые отражают мое состояние, те песни, в которых я себя чувствую. Я еще тот вид человека, который узнал новую песню, будет слушать ее просто до дыр, вот прям до дыр. Поэтому да, наверное, к моей постоянной привычке в дне сейчас это музыка в любом ее проявлении. Раньше были сигареты, но как бы курить вредно, и мы сейчас не курим, поэтому сигарет в нашем постоянном дне нет. И для меня очень важен завтрак. Я могу не есть весь день, но завтрак для меня прям необходим. А так все, да, да. Вот музыка единственная та вещь, без которой я, ну, мне тяжело, мне правда тяжело. Если вдруг выходит так, что музыки рядом со мной нет, то я буду петь ее в голове. Ну, а что остается? Ничего не остается. Остается просто петь то, что у тебя в башке. Ну, это все. Сколько у меня, как у интроверта, друзей, и насколько я быстро отхожу от длительного общения. С вашего позволения я сделаю глоточек водички. Ам, у меня, если говорить именно про друзей, к предыдущему вопросу, без воды. Я обязательно везде ношу с собой либо чай, либо воду. Ну, потому что не могу без этого. У меня есть подруга в Москве, с которой я общаюсь уже 14 лет. У меня есть сестра, которая является моей подругой по совместительству. В Праге конкретно у меня одна подруга, с которой я знакома 10 лет, да, но мы из Москвы вместе переехали. У меня есть еще одна знакомая и ее дочка. Вот, наверное, это весь мой круг постоянного общения. Иногда я могу с кем-то познакомиться, либо со знакомым переговорить. Вот, например, опять-таки вчера был концерт, на этот концерт пришло несколько людей, которых я не видела уже 5 лет. И было очень классно с ними пообщаться, потому что я, правда, по ним соскучилась, но, опять-таки, это просто знакомые, которые вот присутствуют иногда в моей жизни. Как долго я отхожу? Знаете, если я целый день провожу в активности с людьми, в общении, мне весь следующий день нужно побыть в тишине, либо с минимальным общением. Не то чтобы я... Знаете, я все время сомневаюсь, интроверт я или не интроверт, но учитывая, что я вчера ушла в 10 часов вечера с концерта, когда там все продолжили общаться, наверное, все-таки я интроверт, потому что экстраверт бы с тем пошел поболтал, с тем пошел, а я такая, ну, концерт отсняла, спасибо, увидимся позже. Поэтому да, я думаю, что мне нужно для восстановления своих сил день. День. Либо часа 4 в кромешной вот тишине, можно и даже темноте. Следующий весьма интересный вопрос. Есть ли у меня цель и мечта? И я, наверное, не буду здесь много разглагольствовать, и я просто скажу нет. Ам, Потому что я стараюсь не то чтобы жить одним днем, так, наверное, не получается. Все-таки я все равно думаю наперед, но каких-то глобальных целей, что вот, например, я хочу стать актрисой. Такого, наверное, у меня нет. Ам, Цели я вот, правда, я стараюсь себе создавать маленькие цельки, их постепенно выполнять, и степ-бай-степ, как говорится, мы придем к чему-то большему. Ну, я на самом деле, дайте-ка я немножко вот так вот сделаю, а то у нас сегодня какой-то туманный день. Вон, видите, жесть какая.
Вот, поэтому да, степ-бай-степ к чему-нибудь придем. На данный момент, конечно, да, наверное, мне хотелось бы больше развить свой блог, YouTube, Инстаграм. С "Тиктоком", конечно, большие вопросы, но да, наверное, мне хотелось бы это дело развивать. Вот, не то чтобы мечта, но я бы хотела посетить Японию, Корею. Я бы хотела съездить в Амстердам, потому что я там не была. Мне очень интересно. Наверное, можно отнести к мини-мечте то, что я хочу себе домик где-то в горах в Испании, в Италии, в Швейцарии. Вот что-то там такое, наверное, больше Италия, Швейцария. Домик, чтобы там были барашки, чтобы не было вокруг людей. Ладно, шучу, люди все равно нужны, социализация нужна, без этого никуда, социум тоже нужен человек, все мы прекрасно это знаем. Да, но чтобы это было не мегаполисная история. Спасибо, I am done с мегаполисными историями. Поэтому не расстраивайтесь, если у вас нет какой-то собственной мечты или цели. Она придет по ходу дела, по ходу действия. Не акцентируйте сильно на этом свое внимание. И последний вопрос, он будет такой двойной. Что для меня главное во взаимоотношениях? Для меня самое главное, чтобы мне человек не врал, чтобы он был открыт со мной, чтобы он умел вести диалог, не закрывался в себе. И тогда мне будет комфортно. Опять-таки, я большой борец за справедливость, и в школе я была всегда за справедливость. И, собственно, здесь написано justice, что означает справедливость. Вот. Для меня всегда было важно понимание того, что вокруг есть справедливость. Я понимаю, что это больше подконтрольная такая вещь моего мозга, да, и у каждого понятие справедливости свое, но если мы берем мое понятие, я хочу, чтобы оно в моем понимании было как бы исполнено. Вот. И да, да. Резюмируя, наверное, во взаимоотношениях очень важно доверять друг другу, верить друг другу, говорить правду, несмотря ни на что. Самый лучший друг тот, кто скажет себе, что у тебя некрасивое платье, ну, типа, условно, допустим, вы поправились, платье адекватно на вас сидит не очень, и друг говорит: блин, ты красивая, боясь задеть твои чувства. Нет. Друг должен сказать: слушай, как бы платье красивое, ты в нем тоже красивая, но оно тебе не подходит. То есть полная открытость и правдивость со стороны твоего друга, своего друга, моего друга, твоего друга, для меня очень важна. И у меня есть такие люди в окружении, и я очень рада, что они у меня есть, и я их очень сильно люблю. Они могут сказать: Диана, ты что, дура? Ну, типа, ну кому, ну ты чё? Да, и это очень классно. А, Вообще, я считаю, что друзей должно быть один-два, максимум 3. Все остальное это уже знакомые. Вот. И что еще могло быть важно во взаимоотношениях? Уважение, да. Уважение времени человека, уважение его интересов, его взглядов. И тогда ваши взаимоотношения будут крепкими, долгими, и все у вас будет хорошо. Вот, у нас в Праге осень. Давайте я вам покажу. Здесь безумно красиво. Все желтенькое, оранжевенькое, красненькое. И, собственно, на этом можно попрощаться. Я надеюсь, что некоторые вопросы нас сделали немного ближе. Спасибо и пока.